С тех пор, как биткоин стал активом, который начали покупать самые крупные фонды в мире, а также его напрямую поддерживает американское правительство, теперь он целиком и полностью зависит от экономического состояния США и движения фондового рынка. Далеко ходить не нужно. Наглядный пример — отчет по ИПЦ в среду, который показал, что инфляция в США падает. Это вызвало локальный рост акций и, конечно же, биткоина. Но буквально через 3 дня нас ждет самое важное экономическое событие месяца, от которого будет зависеть движение рынка в ближайшее время. И да, друзья, это второе заседание ФРС в этом году, после которого объявят решение по процентной ставке, а также Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Почему эта встреча ФРС имеет такое важное значение? Да потому что сейчас на рынках сохраняется страх и неопределенность, поскольку Пауэлл не отреагировал на призывы о снижении ставок, и Трамп начал жестко давить на ФРС. Трампу нужны низкие ставки, чтобы получить от ФРС ликвидность для пампа рынков. Но Пауэлл напрямую говорит, что нет, мы снижать ставки не будем, ведь нас не устраивает высокая инфляция, которая растет из-за тарифов. И ФРС будет смотреть на ИПЦ как минимум за апрель, май и июнь, чтобы убедиться в том, что инфляция движется к их цели в 2%. Вот только у Трампа другие планы, и вызывая угрозу рецессии своими тарифами, он может заставить ФРС снизить ставки намного раньше, чтобы спасти экономику США. Таким образом, Трамп одним выстрелом убивает двух зайцев, а именно обваливает доходность гособлигаций для рефинансирования госдолга, а также запускает печатный станок ФРС, чтобы отправить рынки в космос и повторить успех своей прошлой каденции. Но удастся ли Трампу продавить ФРС и взять денежно-кредитную политику в свои руки, вы узнаете в этом видео. Ведь сегодня мы поговорим о предстоящем заседании ФРС и разберем, как оно, а также речь Пауэлла повлияет на биткоин. Я вам объясню, почему последние положительные данные по инфляции на самом деле негативные. Мы подробно обсудим, будет ли Трамп ухудшать обстановку на рынках, обязательно проведем теханализ биткоина, чтобы понимать краткосрочную картину его движения, и проанализируем множество других данных, которые нам подскажут, что сейчас происходит на рынке. Так что рекомендую досмотреть до конца. Также отдельное спасибо всем, кто поддержал последние наши видео с секретным планом Трампа. Это лучшая мотивация выпускать для вас новые ролики гораздо чаще. Но напомню, что топ монет, которые стоит откупать прямо сейчас, мы выпустим, когда вы наберете 2000 лайков. Так что обязательно ставьте этому видео палец вверх, за что я вам безумно благодарен. Ведь так новый топ выйдет гораздо раньше. Ну а вам желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, поскольку у нас сегодня ролик экономический, давайте сразу начнем с разбора важного отчета по ИПЦ, опубликованного в среду 12 числа, который вызвал локальный скачок биткоина. Данные показали, что в феврале инфляция упала до 2,8%, а это ниже ожиданий и прошлого показателя за январь в 3%. Конечно, отчет оказался положительным, но те, кто следил за нашим телеграм, знают, что радоваться пока рано, ведь там мы сразу предупредили, что в феврале тарифы Трампа еще не работали, а значит данные не оценивают текущую картину на 100%. Кстати, кроме экономических отчетов, в нашем телеграм-канале мы делимся и много другой важной информацией, а именно актуальными новостями, аналитикой, обзорами рынка, и это далеко еще не все. Так что подписывайтесь, ведь важные тезисы пресс-конференции Пауэлла, которая пройдет 19 марта, мы оперативно публикуем именно там. По факту ИПЦ в среду полностью совпал с моим прогнозом на март, ведь вот в этом видео я сказал, что данные по инфляции за февраль не вырастут и могут даже снизиться. Но это не будет прямым сигналом того, что обстановка улучшается. Но почему? Ведь низкая инфляция — это же хорошо для крипты. В данной ситуации произошло так, что хорошие новости оказались плохими, поскольку данные по ИПЦ полностью развязывают руки Трампу, чтобы продолжать делать то, что он делает сейчас, а именно вводить новые тарифы, усиливать напряжение между торговыми партнерами, тем самым давить на экономику США и толкать ее к рецессии. Именно этот неприятный, но четко продуманный план Трампа мы разбирали в прошлом ролике. Рекомендую его посмотреть, если вы не видели, но если вкратце, то сейчас главная цель Трампа — это спровоцировать панику на рынках рискованных активов, чтобы перелить капитал из акций крипты в безопасные активы, а именно в облигации, тем самым обвалить их доходность. Ведь дело в том, что это поможет Трампу рефинансировать госдолг в размере 7 триллионов долларов, который Америке нужно выплатить в ближайшие полгода. Проще говоря, Трамп как тот самый знакомый, который берет новые кредиты, чтобы покрыть старые. Но правда, Трамп думает наперед, и за счет падения доходности облигаций процент по новому долгу будет меньше. Но вот что интересно, своими тарифами Трамп усиливает риски рецессии, поскольку они замедляют экономику США. Звучит знакомо, правда?
года. Это напоминает его первый срок, когда все началось с паники, но потом рынки улетели в космос. И похоже, что сейчас это также работает. Как мы видим, доходность десятилетних облигаций уже упала, аналитики банка JP Morgan повысили свои прогнозы рецессии с 30 до 40%, а Goldman Sachs также обеспокоены, ведь они увеличили шансы рецессии с 15 до 20%. И по мнению Goldman, перспективы могут ухудшиться, если администрация Трампа не изменит свою политику даже после публикации гораздо худших данных. И тот самый ИПЦ за февраль выступает зеленым светом для Трампа, чтобы продолжать давить на педаль и тянуть экономику США в рецессию. Вот только в этой цепочке есть второе ключевое звено, и это Джером Пауэлл. Сейчас Трампу нужно одно – это низкие ставки от ФРС и запуск печатного станка, чтобы усилить приток ликвидности и спровоцировать рост. Вот только Пауэлл неоднократно дал понять, что ФРС пока что не собирается снижать ставки. Текущие прогнозы показывают, что 19 марта с вероятностью почти в 100% ставки оставят без изменений на уровне 4,5%, и это ожидаемо. Но вот интересно, а изменит ли Пауэлл свою риторику, прекрасно понимая, что нужно Трампу? Как всегда после заседания ФРС нас ждет пресс-конференция, где я более чем уверен, Пауэллу будут задавать вопросы, что он думает о политике Трампа, насколько реальными являются риски начала рецессии, или главный вопрос, снизит ли ФРС ставки, если это будет угрожать экономике США. Тут и начнется самая интересная часть этого важного события, ведь с одной стороны Пауэлл понимает, что если он будет намекать на продолжение жесткой денежно-кредитной политики, это усилит давление на рынки, а с другой, если пойти на поводу Трампа и понизить ставки, то можно получить очень хороший скачок инфляции. И мне кажется, что Пауэлл все-таки выберет первый вариант и будет продолжать борьбу с инфляцией, так как ФРС это все-таки независимый орган, главная задача которого это контролировать инфляцию, и ее целевой показатель составляет 2%, а сейчас она находится на уровне 2,8%. При этом давайте не забывать, что в апреле мы получим новые данные по ИПЦ за март, где сможем увидеть влияние тарифов Трампа на инфляцию, и согласно последним прогнозам экономистов и аналитика Уолл-стрит, риски того, что они будут выше 2,8%, очень высокие. Следовательно, это нам дает представление о том, что на следующей неделе, до и во время выступления Пауэлла, нас ждет высокая волатильность рынка и жесткая риторика Пауэлла касательно продолжения паузы и сохранения высоких ставок, вероятно, негативно отразится на акциях и само собой крипте. Друзья, таким образом готовьтесь к тому, что в ближайшее время нас ждет резкие движения на рынках, поэтому будьте осторожны, особенно если у вас есть открытые позиции. А поскольку сейчас биткоин как никогда зависит от движения фондового рынка США и вот таких важных экономических событий, аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже проанализировали, как вел себя биткоин во время прошлых заседаний ФРС. И на основе этого анализа все участники Pro буквально сегодня получили готовые торговые идеи по биткоину, а также многим альтам. А за счет локального скачка на выходных мы фиксировали лонг-позиции, как, например, сделку по монете Tau. Но подписка Pro это не только ежедневные точки входа для трейдинга, а прежде всего это максимально удобный инструмент для каждого криптоинвестора, благодаря которому вы получаете пошаговое обучение, что особо важно для новичков, поддержку 24/7, индивидуальную сборку спотового портфеля и его балансировку, а еще разбор актуальных торговых стратегий. Так что все, кто желает заранее быть готовым к встрече ФРС и в будущем к другим важным событиям, на которые реагирует криптовалюта, напишите нам по ссылке в описании. Но если мы понимаем, что ставки оставят без изменений, а также риторика Пауэлла не изменится, как же это отразится на биткоине, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Во-первых, давайте сразу отметим то, что Пауэлл намекает, что снижение ставки мы увидим не раньше июня. Если посмотреть на вероятность снижения ставки, то мы увидим, что в мае они составляют всего 27%, а вот в июне шансы растут до 57%. Конечно, в зависимости от новых данных эти проценты будут меняться, но сейчас картина именно такая. И здесь очень хороший вопрос. Как ФРС снизит ставки в борьбе с рецессией, если инфляция все равно остается? Этот момент Трамп также продумал, и для снижения роста инфляции он использует падение цен на нефть, поскольку американские вышки начали активно бурить. Таким образом, цены на бензин также падают, что снижает рост ИПЦ, и следовательно дает уверенность Трампу дампить рынки, чтобы добиться от ФРС снижения ставок. Таким образом, давление Трампа, неопределенность и, не дай бог, еще новые тарифы становятся новыми барьерами для роста в марте, как мы разбирали ранее. Но если копнуть глубже, то не все так плохо, как вы можете подумать. Во-первых, если оттолкнуться от ликвидности, которая должна поступить на рынке после запуска печатного станка ФРС, то мы можем обратить внимание, как денежная масса М2 уже растет. Глобальная денежная масса, то есть все деньги в обращении, резко выросла. Это значит, что центральные банки по всему миру печатают больше денег, чтобы поддержать свою экономику. А что происходит, когда денег становится больше? Их ценность снижается, и люди начинают искать альтернативные способы сохранить свои сбережения. И тут на помощь приходят такие активы,
активы, как акции, золото, ну и в последние годы биткоин. Сейчас биткоин находится в состоянии перепроданности. Это значит, что его цена упала ниже реальных значений. И согласно этому графику, биткоин может вернуться к уровню 100 тысяч уже к маю. Конечно же, при условии, что значением 2 продолжит расти. По факту биткоин застрял вот в этом диапазоне, о чем я вам говорил в нашем большом прогнозе на март. Когда биткоин упал ниже 95 тысяч, это вызвало серьезное изменение на рынке. Отчет Glassnode отмечает, что это падение подтвердило переход к оттоку капитала. Проще говоря, инвесторы начали выводить деньги, а вот новые покупатели не спешат заходить на рынок. Это говорит о том, что после недавнего максимума рынок перешел от эйфории к более осторожному состоянию. И соответственно, пока макроэкономическая обстановка не улучшится, то биткоину будет сложно вырваться из этого диапазона. Это делает его уязвимым для дальнейшего отката. И следующая ключевая поддержка находится на уровне 70 тысяч, о чем я вам также ранее говорил. И если биткоин не сможет удержать вот эту поддержку, то нас ждет еще большее падение. Еще один важный сигнал, на который стоит обратить внимание, это ставки финансирования. Сейчас они находятся около нуля, и это говорит о том, что трейдеры не уверены в будущем движении цен. Сейчас нет сильного интереса ни к покупкам, ни к продажам, а без этих активных спекуляций биткоин будет просто консолидироваться. Ключевые уровни сопротивления биткоина сейчас торгуются ниже важных уровней сопротивления. Например, 9 марта он упал ниже 200-дневной SMI, которая находится на уровне 83 тысячи. Несмотря на рост, это серьезный сигнал, потому что 200-дневная SMI остается важным индикатором краткосрочного и среднесрочного тренда. Пока биткоин не закрепится выше этого уровня, есть большие сомнения на продолжение локального роста. Тем временем один популярный аналитик в Твиттере отметил два ключевых уровня, а именно ту самую 200 SMI, а также 200 EMI. Ведь если биткоин не сможет преодолеть эти уровни и закрепить уверенную поддержку, то нас может ждать длительный период консолидации. Таким образом, пока биткоин остается в нисходящем тренде и без положительных макроэкономических изменений, ему будет сложно начать активный рост. Также розничные инвесторы, которые держат менее одного биткоина, продолжают продавать. Это повторяет движение 2020 года. Несмотря на то, что мелкие инвесторы стали активнее продавать, в целом они сейчас владеют на 35% биткоинов больше, чем в 2020 году. Это получается более 1,7 миллиона биткоинов. То есть, хоть и они фиксируют прибыль, их общие запасы все равно выросли. И в принципе всем долгосрочным холдерам только играет на пользу, что рынок покидает слабые руки. Но если учитывать текущее движение биткоина, то многие аналитики придерживаются прогноза, что эта консолидация продолжится. При этом главный аналитик 10x Research Маркус Тиллен считает, что биткоин может повторить тренд прошлого года. В марте прошлого года биткоин достиг максимума выше 73 тысяч, но после этого началась фаза консолидации, и биткоин застрял в боковом движении. Такое движение биткоина продолжилось до ноября, когда Трамп выиграл выборы, и только после этого рынок снова активизировался. Может ли это повториться? Маркус Тиллен считает, что вполне возможно. Он обратил внимание на текущий график биткоина, который, по его словам, сигнализирует о нерешительности рынка. Эта мысль пришла ему в голову еще 2 месяца назад, когда биткоин пробил уровень 109 тысяч. Но что сейчас говорит график? Тиллен описывает текущую ситуацию как высокий и узкий флаг. Обычно это бычья модель, которая говорит о продолжении роста, но сейчас она выглядит слабо, потому что на графике 2 флага вместо одного, что ослабляет эту модель. Это указывает на нерешительность рынка, а не на уверенную консолидацию перед ростом. Вот только если говорить о долгосрочной перспективе, все куда позитивней. Конечно, раньше все было просто. После халвинга биткоин летел и все радовались, но сейчас все изменилось. Теперь на биткоин влияют макроэкономические факторы и крупные фонды. Но давайте же разберемся, чем текущий цикл отличается от прошлых. Ведь сейчас все немного по-другому. Рост начался еще в октябре и продлился в декабре прошлого года. Однако в январе рынок перешел в фазу консолидации, и уже к концу февраля плавно началась коррекция. Это говорит о том, что структура рынка изменилась. Теперь биткоин сильно зависит от экономики США, а также фондов, которые отслеживают экономические данные. Почему же рост стал слабее? Если посмотреть на прошлые циклы, то можно заметить, как с каждым разом рост биткоина становится менее мощным. Например, в цикле 12-16 годов биткоин вырос сотни раз, а вот уже в цикле 16-20 годов рост был уже меньше. Но и само собой с 2020 года проценты роста были еще скромнее. Это связано с тем, что капитализация биткоина выросла, и теперь для того, чтобы цена поднялась еще выше, как это было раньше, нужно влить в рынок гораздо больше денег. Это делает биткоин более стабильным, но и менее волатильным. Тем временем коэффициент MVRV показывает, насколько переоценен или недооценен биткоин. В прошлых циклах данный показатель достигал высоких значений, что указывало на большой уровень нереализованной прибыли у долгосрочных холдеров. Например, в цикле 16 по 20 год MVRV пробил 35,8, в цикле с 20 по 24 год он упал до 12,2, а в текущем цикле MVRV показывает всего 4,35. Это говорит о том, что потенциал роста
роста биткоина со временем снижается, но это не значит, что рост невозможен, просто он будет более плавным. И в прошлых видео мы разбирали очень много метрики, которая указывала на то, что бычий рынок биткоина еще не закончился, и пока еще биткоин не достиг своего пика в этом цикле. А если посмотреть на данные притока стейблкоинов на бирже Coinbase, мы можем увидеть, как киты готовятся откупать рынок, подготавливая большие объемы ликвидности. Поэтому нужно понимать, что сейчас мы находимся в коррекции, а не в полноценном медвежьем рынке. Поэтому, подводя итоги сегодняшнего ролика, я могу сказать, что ближайшие месяцы будут напряженными для биткоина. Ведь сами понимаете, экономические условия меняются, и наладить все за пару дней это нереально. Трамп явно продолжит следовать своему плану, и мы будем видеть все больше новостей, что экономика США движется к рецессии. Но как я говорил в прошлом видео, не бойтесь плохих новостей, ведь чем страшнее сейчас, тем сильнее рынок вырастет в будущем. Но поскольку экономика как живой организм, и на нее влияют многие факторы, все может измениться. Поэтому, чтобы ничего не пропускать и оставаться в курсе всех событий, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там очень много полезной информации. Также жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео, и увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!